Я рада приветствовать всех на своем канале. Сегодня мы будем рассматривать узор для элегантной кофточки. Узор простой, вяжется быстро и легко. Кому интересно, оставайтесь со мной. Итак, мы начинаем. Раппорт узора 2 петли на один ряд. Для примера я наберу 19 воздушных петель. Первую петлю мы не считаем и набираем 19 воздушных петель. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Набрали. Держим петельку, набираем 3 воздушные петли подъема. Пропускаем 4 петли назад, заходим в пятую и провязываем столбик с накидом. 1. Это и есть начало первого ряда. 1 воздушная петля. Пропускаем 1 петлю внизу, заходим в следующую и провязываем столбик с накидом. 1. 1 воздушная петля. Пропускаем 1 петлю внизу, заходим в следующую и провязываем столбик с накидом. 1 воздушная петля. Пропускаем 1 петлю внизу, заходим в следующую и провязываем столбик с накидом. 1 воздушная петля. Пропускаем 1 петлю внизу, заходим в следующую и провязываем столбик с накидом. 1 воздушная петля. Пропускаем 1 петлю внизу, заходим в следующую и провязываем столбик с накидом. 1 воздушная петля, пропускаем 1 петлю внизу, заходим в следующую и провязываем столбик с накидом. И так мы вяжем до конца ряда. Воздушная, 1 петля внизу пропустили, заходим во вторую, столбик с накидом, 1 воздушная. В конце ряда пропускаем 1 петлю, заходим в следующую и провязываем столбик с накидом. Это и есть раппорт узора. 3 воздушные петли. Поворачиваем работу. Первый столбик мы не трогаем, так как мы набрали уже 3 воздушные петли, которые в свою очередь нам заменяют столбик с накидом. Заходим во второй столбик и провязываем столбик с накидом. Это и есть начало второго ряда. 1 воздушная. Заходим в столбик с накидом предыдущего ряда и провязываем столбик с накидом. 1 воздушная. Заходим в следующий столбик предыдущего ряда и провязываем столбик с накидом. 1 воздушная. Заходим в следующий столбик и провязываем столбик с накидом. 1 воздушная. Заходим в следующий столбик и провязываем столбик с накидом. 1 воздушная. Заходим в следующий столбик и провязываем столбик с накидом. 1 воздушная. Заходим в следующий столбик и провязываем столбик с накидом. 1 воздушная. Заходим в следующий столбик и провязываем столбик с накидом. Последний столбик в поворотном вязании мы всегда вяжем в первую петлю подъема, чтобы у нас был ровный край. Я связала второй ряд. Начало третьего ряда такой же, как и второй. 3 воздушные петли, поворачиваем работу. Первый столбик мы не трогаем, заходим во второй и провязываем столбик с накидом. 1 воздушная, заходим в следующий столбик. И так мы чередуем. 1 воздушная, столбик в столбик, 1 воздушная, столбик в столбик, 1 воздушная, столбик в столбик, 1 воздушная,
столбик, столбик, 1 воздушная, столбик, столбик, 1 воздушная, столбик, столбик, и в конце ряда первая петля подъема, провязываем столбик с накидом. Это и есть филейная сетка, простая филейная сетка. Так как узор этой блузки, он чередуется, ряды филейной сеткой, а потом идут просто. Давайте я вам покажу, как вяжутся один ряд, покажу, как вяжется просто столбиками с накидом. Когда вы будете переходить 3 воздушные петли подъема, поворачиваем работу. Здесь мы уже заходим сначала в первый столбик, провязываем столбик с накидом, потом заходим между двумя столбиками, провязываем столбик с накидом и чередуем в столбик между, в арочку, в столбик, в арочку, в столбик, в арочку, столбик, в арочку, столбик, и так до конца ряда. В арочку, в столбик, в арочку. Ну и соответственно ширина полос вы ее сами регулируете, какой какой бы вы хотели узор. Последний столбик мы вяжем столбик, столбик, а прям совсем последний в первую петлю подъема. Если вы хотите, чтобы кофточка была прозрачная, то следующий ряд можно вязать уже филейной сеткой. Если хотите, например, в области груди прикрыть, то вяжите столбиками с накидом пошире. 3 воздушные петли, переворачиваете работу. И второй уже столбик здесь, вот где у нас будет плотный узор, вы вяжете столбик, столбик, прям заходите в каждый столбик и провязываете. Столбик, столбик, столбиками с накидом. Вот таким образом. Ну вот если мы сейчас вот вяжем образец узора, следующий ряд будем вязать филейной сеткой. А если вы хотите, я повторяюсь, чтобы был плотный узор, то можно вязать побольше. Или, например, вот как мы связали 3 ряда филейной сеткой, и этот узор 3 ряда просто столбиками с накидом. Провязали. Последний столбик мы вяжем в первую петлю подъема. Провязали. 3 воздушные петли. Поворачиваем работу. Заходим в первый столбик. Провязываем столбик с накидом. 1 воздушная. Пропускаем 1 столбик, заходим во второй и провязываем столбик с накидом. 1 воздушная, столбик пропустили. Здесь столбик, так же как здесь 1 петля в первом ряду. Столбик с накидом, 1 воздушная, пропустили 1 столбик, заходим во второй, столбик с накидом, воздушная, пропустили столбик, заходим во второй. 1 воздушная, пропустили столбик, заходим во второй. 1 воздушная, пропустили столбик, заходим во второй. 1 воздушная, пропустили столбик, заходим во второй. И в конце ряда в первую петлю подъема.
И у нас получается вот такой рисунок. 3 воздушные петли. Поворачиваем работу и вяжем третий ряд по схеме. Столбик с накидом, воздушный. Заходим в следующий столбик, столбик с накидом, воздушный. 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 Столбик, столбик с накидом, воздушный. Столбик с накидом. И в конце ряда в первую петлю подъема. Получается у нас такой простой, эффектный узор. Спасибо, что были со мной до конца. Ставьте лайки, делитесь с друзьями в группах и соцсетях. Модельку, которую можно связать с этим узором, я оставлю в конце видео. А всем пока-пока.